утро, 30 или какое там, 31, не знаю, марта, воскресенье, 2025 год. 30, наверное. Март. А по виду как все равно май. Только вот лед не дает усомниться во времени года. Ночью было довольно холодно, да и сейчас тоже не сильно тепло. У меня спальник был не самый теплый, тот, который я летом и весной использую, осенью. Нормально, не замерз, ночью в туалет не вставал. Вот что с костром. Все здоровые бревна, все прогорело. Но угольки есть, можно развести. Думаю, может, сейчас гречку сварю. Но прежде всего надо сходить к реке, мыться там, ну и рыбку половить, попробовать. Вдруг чего. Одно дело гречку есть просто так, а другое дело хоть с какой-нибудь рыбкой. А какие искры были вчера. Эх, огонь. Именно ночью костер лучше всего смотрится. Да, холодно, холодно. Руки мерзнут. Пойду попробую половить. Что из этого получится, неизвестно. А как капает. Из одной лучше капает, из другой нет. Надо прочистить, наверное, будет там. И вот на ночь я затыкал такими вот палочками. Да, настоящие дебри. Тут хорошо, что еще пока нет клещей. Но я надеюсь на это. А комары даже были. Вчера видел комара. Тут тоже можно порубить с помощью мачете вот этих вот пушистых веток. Много тут дров. Много. На мой век хватит точно. Мне осталось не так уж и много. Кстати, вот тоже береза похожа. Ну, набирается из этой ничего. Похожу, а потом березовый сок попью. Да, ну какая же удивительная красота. Река. Там вон вдалеке лед еще лежит.
солнце.
наша история в географии. Вот весь улов. Эх. Вот весь улов. Топ-трава. Гречку, видимо, придется есть просто так, без рыбы. Я так чувствую. Топ-трава. Ну да. Без рыбы придется есть гречку. Ну, что поделаешь. Хум. Ничего тут не поделаешь. Может, ее и нет сейчас тут, рыбы этой. Ну, чешуя вон лежит. Ну, есть. К этому надо относиться спокойно. Есть, нет. Есть хорошо, а нет. Ничего страшного. Главное, сам факт начать процесс. Вон еще трава, морская капуста. Посмотрим. Не самое это большое разочарование, когда нет рыбы. Хуже, когда она поймалась и сошла. Вот что трава. Ну да. Трава у дома. Зеленая, зеленая трава. Вот, опять что-то он там коснулся. Все чувствуется, передается ощущение. Вот решил гречку сварить. Гречка в пакетиках. Поэтому костер из дубовых таких вот полешек. Напилил вот там вот с упавшего дуба. Он больше угли дает, огня мало, но угли жаркие. Как раз то, что надо, чтобы сварить вот это вот блюдо гречневое. В пакетике, чтобы потом кастрюлю особо не отмывать. Был у нас случай однажды такой. Давно это было, давно.
Да, больше 20 лет назад. Мне кажется, был 2004 год. Отправились мы с друзьями в байдарочный поход на озеро Валдай, на озеро Ужин. И взяли тоже с собой в пакетиках всякие крупы, в том числе горох. Ну, и также вот варили на костре. И что-то беседовали там, обсуждали, рассуждали. И упустили из вида, что у нас варится этот самый горох. И когда мы почувствовали запах сжженной пластмассы, полиэтилена такого, перепугались, что такое. Открыли крышку, оттуда дым. Короче, горох подгорел с этими пакетиками. Ну, что ж делать? Распотрошили его. То, что совсем уж непригодно было, есть не стали. А то, что внутри было пакетиков, естественно, съели. Вот такая была история. А вот тут вот я дуб пилил. Вот от этого упавшего. Он сухой. Сухой достаточно. Дубок-то. Тут много чего упавшего. Есть что попилить. Но пока мне не нужен сильный очень костер. Мне надо только лишь сварить эту гречку. Пробовал ловить рыбу. Ничего не вышло. Наверное, она еще сюда не приплыла, я так думаю. Хотя, кто его знает. Может, просто ловлю неправильно. Вот. 2004 год, по-моему, был, да, когда мы ездили на Валдай. Все были еще такие молодые. Столько надежд впереди. И все это кончилось. Теперь уже никаких надежд впереди нет. Одна надежда, чтобы только что-нибудь очень совсем уж ужасного не было. А так, что будет что-то хорошее, такого, конечно, нет. Ну, это наша судьба всех людей. В молодости веселиться, а потом собирать камни. Собирать камни. Отвечать за свои ошибки, за грехи свои. Вот река. Над течет, течет тысячи лет. Люди рождаются и умирают. А для нее это единый миг. Вся их жизнь со всеми их перипетиями, с радостями и печалями. Это миг. Также летают утки, ворон кричит, какие-нибудь насекомые, бабочки. Все то же самое, неважно, жив ты или умер, есть ты или нет. Все будет так же. Но здесь вот можно попробовать половить. Как-то я тут выловил окуня, причем был сильнейший ливень. Я вот здесь поймал окуня, начался ливень, когда я его варил, у меня отсырел телефон. И в результате я купил другой телефон. И с тех пор я вспоминаю этот момент как самый дорогой окуневый суп. Ну, что делать? Так бывает. Так бывает. Так тоже случается. О. Какая-то жизнь в лесу. И птицы, и звери, насекомые.
растения. Все это здесь живет. А мы тут гости. Приходим посмотреть. Хорошо, если люди сознательные не пакостят. А то ведь многие пакостят. И деревья топором поганят. И рыбу ловят без меры, всякими сетями там. Ай. И мусорят. Бросают пластик. Бросают все, что придется. Всякие есть люди. Их уже не исправишь. Главное, самому таким не быть. Вот это самое важное. Не надо исправлять других. Вразумлять, наставлять. Пусть живут как хотят. Главное, не быть самому сволочью. Вот что важно. А другие — это их дело. Им самим за свои дела отвечать. За свои поступки. Кто мы такие, чтобы судить? Вот такова она, Бужа-река. Разнообразна. Ну, что ж, рыб-то не ловится у нас. Не ловится совсем, от слова совсем. Тут вот, видимо, бобры постарались, обгрызли ветки. Здесь тоже, вон, видно, их зубчики погрызли. Есть они тут, слышу я, как плюхаются они. Ну, в глаза не видел живьем. Где-то есть, кабаны тут тоже есть. Вон сколько тут дубов. Чё ж им не быть? А есть. Есть. Да, проплыть по Буже не так-то просто. Завалы сплошные. Как раз когда ехал я сюда на электричке, помимо всякого сброда, я видел настоящих туристов. Некоторые даже с байдарками. Но они сошли в Шатуре. Куда-нибудь там с Шатуры, может быть, на Смердячее озеро или на реку Поля, на Клязьму. Куда-нибудь поедут. Целая группа веселые, молодые. Думаю, как им хорошо. Все еще впереди. Все эти мысли о несбывшихся надеждах. У них пока веселье, любовь, алкоголь. Может быть, может еще что. Ну, в общем, развлечения. Развлечения всякие. И кажется, что жизнь бесконечна.
что она никогда не кончится, что всегда будут живы родители, а то и дедушки с бабушками. Не будет всяких забот, хлопот. Одно только веселье. Но и хорошо, наверное, что так, что они не думают сейчас о тяжелых и печальных вещах. Еще не хватало в молодости думать об этом. Нет, в молодости надо просто жить, радоваться. Вон смола. Жить и радоваться тому, что молодой, здоровый, что есть еще силы, энергия, безрассудство, что все кажется новым, интересным. А печальные мысли, их лучше оставить на потом. На потом. Во, такая елочка, да? Упала. И даже катанобоем 650-м такую не просто было бы перепилить. Да нет, это кошмар. Это такую колоду. Вот так вот. Да, рыбалка неудачно оказалась. Ну, наверное, еще холодновато. Еще рыба по каким-то причинам не клюет. Ну, лед еще кое-где. Не знаю. Но главное, что начато. В конце марта, какой сегодня 30 или 31. Ну, что-то какое-то там марта. Последние дни 25-го года. Весна. Сколько еще доведется их увидеть? Этих зим, весен и других сезонов. Никто не знает. Никто не знает, какая из них будет последней. И когда-то она будет совершенно точно. Последнее лето, и последняя весна, последняя зима, и последняя осень. Это совершенно точно. Может быть, даже она вот сейчас уже происходит. Например, мы этого не можем знать. В этом и ужас, и прекрасная составляющая нашей жизни. Ладно, буду собираться. Удочки сворачивать. Палатку сворачивать. И готовиться в путь дальний. А он тут действительно достаточно дальний. О, почти переполнилось. Муравьи туда уже идут. О как. Сейчас перелью в другую емкость. Уже практически полная. Здорово. Ну что ж, хоть одно радует, что удалось технично набрать березовый сок. Вот, а тут бодейку я принес сюда, мало ли потом может ли что-то пригодится. Большое ведро для живцов, которые использовали охламоны вот там вот и бросили его. Эх, охламоны. Ой, ну что ж, друзья, пришло время сматывать удочки. Вот. В
буду разбирать все, потому что похоже выловить больше ничего не получится. Вот так. Вот, решил попробовать с флюорокарбоновым шок-лидером. Такая жесткая леска. Довольно толстая. Ну, узел я завязывал так называемый узел варивас. Или варивас, который вот они для своего флюорокарбона рекомендуют. Он более простой по сравнению с FG узлом, который на руках довольно трудно завязать. Лучше, конечно, с помощью специальных приспособлений. Ну так, проходит нормально через кольца. Пока ничего не оторвалось. Хотя были небольшие зацепы, приходилось дергать. Но ничего страшного. Ну, прям с поводком выпутал оттуда. О, какой он упругий этот флюорокарбон. Так. Где тут у нас? Опа. Вот так. Старинная катушка 98-го года. В 98 году мы с одним приятелем отправились в удивительный поход байдарочный в дельту Волги, в Астрахань. Ох, сколько было приключений. Мы жили на острове, на пересечении рек Рыбная и Полдневая, недалеко от села Зеленга. Жили там 24 дня. В июле-августе 98 года. Как раз когда случился дефолт, вот это вот все время. Приехали, а тут цены в 3 раза больше. Все тут изменилось. Ой, но все равно было прекрасно. Вот тут уже какая-то дрянь на соединениях. Что это? Вот полюбились мне телескопические спиннинги. Именно из-за того, что компактные, легко транспортировать. Вот такой вот малюсенький получается спиннинг. Его можно взять с собой в любую поездку, даже в самолет. Ну, естественно, не вручную кладь. Скорее всего, туда не разрешат, но можно запаковать и убрать в багаж. Вот так вот. Аргентинских болот, малярийный туман. Это самый первый мой спиннинг. Ну, не самый, конечно, вообще в жизни, но вот в новое время, так сказать, самый первый. И на него поймал я больше всего рыбы. В основном щук. Хотя спиннинг простой, дешевый, ничего такого особенного. Шимано вот. Ну, это, скорее всего, китайский какой-нибудь. Типа Шимано. Настоящий Шимано. Он... Ого-го. Вот. А тут я хочу вам все-таки показать при свете дня, что из себя представляет батарея вот в этом фонаре.
Люминтоп DF2. Хороший фонарь Powerbank. Вот какая в нем батарея, чтобы не было недопонимания. Вот такая. 24 тысячи миллиампер часов. Батарея формата 46800. High Capacity Rechargeable Lithium-Ion Battery. То есть 4,2. Но это литий-ионная, не литий-железофосфатная. Люминтоп. Ну, скорее всего, это какая-то перепакованная батарея. Вот такая вот батарея. 24 тысячи миллиампер часов. То есть это можно 6 раз телефон от нуля зарядить, если у него там 4000 миллиампер часов. Ну, в идеале. Вот. Сам по себе фонарик вообще ничего не весит. Очень легкий. Тут ничего в нем такого нет особенного. Главное, это в нем вот эта батарея. В принципе, они продаются на AliExpress, такие батареи 20 формата 46800. Есть еще и больше. По-моему, по длине больше чуть-чуть. То есть 46 это диаметр, а 808 это длина. Плюс-минус все с одной стороны. Вот здесь плюс, вот здесь минус. Вот тут показано. Тут вообще инертная поверхность. Вот такие вот батарейки. То есть можно еще отдельно таких батареек прикупить. И каждая из них это мощный повербанк. Вот, а это невесомая коробочка. Причем такие там вырезы, явно видно было, что изначально он готовился к применению 3 батареек 21700. Ну или 18650, скорее всего 21700. Но потом переработали на вот такое. И это правильно. Потому что чем больше единичная емкость батареи, тем лучше. Соединять их параллельно не очень хорошая затея. Тут резиновый уплотнитель. Опа. Вот так светит. Вот так еще можно этот самый стробоскоп. Вот это вот синие и красные огоньки. Можно просто красные. Можно просто синие. Можно вот такое вот чередование. Вот такое. И можно еще прям вместе вот с светом. Ну и блокируется он 4 нажатиями. То есть 3 это стробоскоп, 2 это режим турбо, долгое удержание это мигающие огоньки, ну и 4. Раз, два, три, 4. Вот, мигнул. Все. Это режим блокировки. То есть, когда держишь кнопку, он светит. А когда отпускаешь, он не светит.
Вот такие вот в нем незатейливые, в общем-то, функции в этом фонаре. Вот. И есть диффузор. Господин диффузор. Или граф диффузор. Как там у Гребенщикова было. Старинный альбом какой-то. Я сейчас его и Гребенщикова упоминать вообще еще посадят за это, не дай бог. Лучше не будем. Сейчас страшное дело. Не знаешь, за что может прилететь. Вот. Такие вот дела. Но это еще не единственный предмет, который у меня есть, который я бы хотел показать. Ну, в следующих походах другие рассмотрим. А пока вот, в общем, про этот фонарь. Ну, чехол я отдельно заказывал, просто по размеру подходящий. Очень хороший чехол. Его можно вот так вот закреплять быстро на поясе. Можно вешать на какой-то карабинчик там или еще что-то. Ну, либо просто вот хранить фонарь там. Лучше, конечно, в чехле. Чтобы он и не царапался, и меньше вероятность, что разобьется. Очень хороший фонарь Powerbank. Емкий. Причем его как бы можно, используя в режиме фонаря, подразогреть. То есть, когда холодно, чтобы батарея нагрелась, немножко посветить фонарем, он нагреется. Ну и в самой батарее там разряд будет происходить, она нагреется. И потом уже заряжать с его помощью телефон. Очень важно любые литиевые аккумуляторы, ну особенно те, которые вот в телефонах, заряжать в теплом состоянии, чтобы они были теплые. Потому что процесс зарядки при отрицательных температурах очень сильно вредит долговечности этого аккумулятора. Да и эффективность его низкая. Вот, поэтому телефон лучше держать в тепле. Заряжать его, например, находясь в спальнике, там у себя куда-то положить вместе с собой в спальник. Разрядка аккумуляторов на холоде вредит им в меньшей степени, чем процесс зарядки. Но все равно как бы емкость снижается. Сейчас видел стаю черных журавлей. Огромная стая. Там, наверное, не меньше 50 птиц было в ней. Она даже не как треугольник, а как такая дуга летела. И они курлыкали. Куда-то вот туда они полетели. Это северо-восток направление, наверное. Потому что север вот туда, запад где-то там, а это северо-восток. Куда-то пошли они на северо-восток. Может, в Ивановскую область, не знаю, как куда они полетели. Но такое, конечно, зрелище. Стая птиц, это всегда потрясает. Ведь удивительно, что они летят, как правило, среди них много тех, и ведет стаю как раз та птица, которая родилась в этом году, еще никуда не летала. Откуда она знает, как и куда лететь? Это большая загадка. И вообще лес наполнился звуками. Птицы разнообразные кричат, те же утки, звук их крыльев, вот этот машущий такой свист, кряканье. Ворон тоже подает свой звук. Какие-то еще птицы. Это весна. Ну вот, а мне пора собираться. Кстати, вот читал я тут на досуге книгу такого автора Бориса Вронского. Называется «Тропой Кулика». Про исследователей Тунгусского метеорита. 20-й год был такой
Леонид, по-моему, его звали, Кулик. Он изучал метеориты и вот решил посетить место, где Тунгусское явление произошло. Первым был исследователь этого места, попал туда. Ну, там, конечно, перипетии были всякие. Сам он был человек очень своеобразный, как бы такой авторитарного такого характера, не терпящий возражений. Вот он что решил, что подумал, и все. Вот любые, как бы, даже обоснованные возражения встречал в штыки. Был очень деятельный, напористый. Ну, фанатично как бы следовал своим идеям. Это с одной стороны. Но с другой стороны, в конце жизни он себя проявил очень благородно, великодушно, очень с хорошей стороны. И погиб в 1941 году. Будучи уже не молодым человеком, записался в ополчение, в добровольцы. И под Москвой был ранен, попал в плен. И там, по воспоминаниям выживших, помогал всем, чем мог, окружающим, тоже раненым людям. И даже партизаны хотели устроить ему побег. Узнали, что ученый такой известный в плену находится. Но немцы этот лагерь перевели в какой-то другой город. Посадили его в барак с больными тифом. И, в общем, весной, по-моему, 1942 года, либо зимой 1941, ну, где-то вот в это время он умер. До конца помогая окружающим. То есть, как вот Мишель Монтень говорил, что вот человек проявляется именно вот на пороге смерти. Да, конечно, у любого могут быть заблуждения, какие-то ошибки, какие-то прегрешения, но вот как он ведет себя перед концом, это важно. И вот, короче, есть книга «Тропой Кулика», Борис Вронский, автор. Сам он тоже геолог, на Колыме там золото искал. И вот он участвовал в так называемых самодеятельных экспедициях, КСЭ. Комплексная самодеятельная экспедиция. Такой был такое движение в 50-е, в конце 50-х, 60-е, 70-е, да и чуть не до 2000-х годов, когда люди разных специальностей отправлялись на место, которое считается местом падения Тунгусского метеорита или Тунгусского явления. Нету как бы четкого представления, что это такое было. Комета там, метеорит, еще что-то. Вот, и проводили там изыскания. И все это сопровождалось настоящей походной жизнью. Вот той вот романтикой, которая вот как было у Дятловых тех же, ну, у Дятлова Игоря, который вот известная трагическая история на Урале там произошла, когда погибли туристы. Ну и вообще вот физики, лирики, вот это вот весь как бы период такой, когда вот эти были брезентовые палатки, абалаковские рюкзаки, когда они там ходили в тюбетейках. Ну, и это такое было островком свободы такой, потому что это было где-то в тайге, в лесу, и там можно было и про джаз говорить, и про всякие там стихи запрещенные какого-нибудь Пастернака, там еще что-то. И авторская песня там зародилась в таких походах. И вот одним из проявлений подобного было вот это КСЭ, куда интеллигентные люди, профессора, доктора, да и просто там
самого разного свойства люди, студенты с бородами. Все туда ехали с гитарами, с байдарками, с удочками, спиннингами. Ну и там и девушки были, конечно, любовь, вот это вот все. Объяснение, признание. А учитывая как бы то время, когда люди еще были не развращены вот этой всей массовой культурой, и никакой там революции не было в таком плане, то это все было очень возвышенно, рыцарственно. Это вот какие-то идеалы походной жизни, которые мы можем о чем только догадываться или представлять себе. Сейчас, конечно, все иначе. Ясно, что пили алкоголь и в то время. Вот даже этот Вронский прославился каким-то там коктейлем на основе спирта и то ли с чесночным, то ли с луковым соком, или, с горчицей. Спирт с горчицей смешивал. Вот это такой коктейль там колымский. Все это было и в то время. Люди есть люди. Ну, кстати, он в своей книге описывает и тех, кто отказывался от употребления алкоголя. Например, туда ездили йоги. И он с некой насмешкой как бы говорит о человеке, который практиковал, был практикующим йогином. Он не пил спиртное, не ел тушенку, даже рыбу не ел, кстати. Ел одни макароны и кашу. И когда никто не видел, уходил там, от лагеря недалеко. И разные асаны практиковал. Люди думали, что чем он занимается там в кустах. Всякое думали, нехорошее думали. Потом посмотрели, а он, оказывается, ничего плохого не делает. Просто всякие эти асаны практиковал. Очень заботился о своем здоровье. Это вот вызывало у многих походников тех лет насмешки. Как же так он не пьет, мясо не ест? Что же это за мужчина такой? Мы-то понимаем, что пьянство и там всякие там подобные вещи, они ни к чему. Взять того же Ельцина. Тоже он в 50-е годы как раз был студентом Уральского этого политехнического института или строительного института, не знаю. Тоже в походы вроде как ходил. Причем такие категорийные. И вот чем кончилось. Спился человек. Что он натворил, будучи во главе государства? Работал там с документами. Даже как-то в 92 году пропустил новогоднее поздравление. Вместо него этот клоун, как его, Задорнов, который придумывал про всякие эти богатырь, богатство тырь. Там и прочую всякую заумную ересь. Вместо него Задорнов зачитывал поздравления, да так увлекся, что бой курантов на минуту перенесли. Все из-за того, что Ельцин в запой ушел. То есть пример этот плохой. И как раз йоги, которые посещали комплексную эту экспедицию тунгусскую, это лучший пример для нас. Рыба, конечно. Тут опять же как. Некоторые брамины в Индии, они считают, что, скажем, те же мидии, всякие моллюски можно есть. Потому что это морские овощи. Рыба, она недалеко ушла от морских овощей. А в штате Керала там вообще говядину едят.
Ну, там штат такой, своеобразный. Так что все это определенные условности. Нету как бы полного запрета на то, что вот это есть нельзя, это можно. Во всем должна быть мера. Мера. Даже как и с тем же алкоголем, хотя лучше, конечно, вовсе его не пить. Но как один мудрый человек сказал, это какой-то священник, по-моему, из Нидерландов, там, он руководил приютом для вот наркоманов, алкоголиков, вот это все. И с ними вел работу. И он на эту тему так сказал. Христос тоже пил вино, но он не напивался. Вот так и тут. Вопрос в мере и в ответственности, и в том, чтобы человек достоинство человеческое не терял. Но до этого пока еще далеко. Вот я ехал в электричке. 3 часа. И рядом со мной сели какие-то женщины. Одна молодая, две уже такие пожилые. И они всю дорогу обсуждали свою работу. А работают они в каком-то трамвайном депо. И они занимаются тем, что убирают пути. Стрелки там чистят. Ну, знаете, вот такие в жилетах ходят там с лопатами. Ой, всю дорогу о всяких перипетиях. Как у одной брат напился, проспал на работу. Как у них украли лопаты и там грабли из вагончика. Как какая-то не присутствующая в этот момент их коллега написала на них донос, что они оставили вагончик, где хранятся их там инструменты и одежда грязным. И так далее и тому подобное. Вот это вот все. 3 часа. Хотел отдохнуть, в окно посмотреть, но нет, вот просто вот не прекращаюсь. И главное, тематика, вот воровство, пьянство, как кто-то купил там больничный, чтобы после попойки на работу не ходить, но в то же время не иметь как бы проблем. И вот всю дорогу так. Думаю, да, конечно, это все печально. Где там йоги, где асаны, где всякие духовные практики, а где лопаты украли, грабли украли и донос написали. Вот два мира, два шапира. И все это люди, человеки. Так что вопрос, который еще Диоген пытался решить, что есть человек. Пока ответа не имеет. Ладно, буду собираться. А то время не ждет. Время не ждет. Вот оставляю место, где я ночевал, таким же, как оно было до этого. Где добывал я березовый сок. Установил затычки. Муравьи тут ползают, допивают остатки. Ну а так сок не идет. Это сухие сосновые или еловые веточки, они разбухнут и как пробка замкнут отверстие. Костер затушил. Вот все вещи. Бутылку отнесу обратно. Туда, где какой-то зверек погрыз мне вторую бутылку. Надо будет веревочку в следующий раз принести.
Все, уже теперь я в кепке. Походную шапочку убрал. В бейсболке. Кепка это такая из шерстяной материи, плоская. Головной убор своеобразный. Ну что ж, спасибо этому месту. Очень хорошо было. Очень-очень. Рыбу я не поймал, но сок березовый попил. А если признаться честно, то рыбу я ловил чаще, чем пил березовый сок. Только в детстве когда-то пил. Мне дедушка рассказал, как это делать. Почти 30 лет нет дедушки. В этом году будет ровно 30 лет, как бабушка моя умерла. Это была первая смерть близкого человека в моей жизни. Я ее очень любил. Ну, а потом последовали и все остальные. И папа, и мама, и дедушки, и бабушки. Все умерли. Все умерли. Эх, и всегда это было очень тяжело. Очень-очень. До сих пор вспоминаю, скучаю. Ладно, что тут? Пойду на эту электричку с народом глубинным. Не знаю, вот мрачно это все, конечно. Ну что делать? Другого народа для вас у нас нет, как там кто-то говорил. Такой вот. Я часть тоже народа. Тоже по-своему мерзок. Наверняка. Эх, что поделаешь? Птицы кричат. Быстро проходит хорошее время, долго тянется плохое время. Эх, мучительно тянется. Ладно, пойду. Как обычно, в этом месте, возвращаясь, я делаю остановку. Мне тут все нравится. И шлагбаум, вот этот вот, дорога его обходит, и смысла в нем немного. И вот эта запретительная надпись, также слабо читаемая. Какой-то здесь есть свой дух особый. Удивительная погода. Не тепло и не холодно, как-то вот ровно. Штиль. Поют птицы. То ли самолет летит, то ли что-то. Но закончился этот поход. Закончился. Сейчас осталось дойти еще несколько километров до станции, но уже по вот такой дороге. Похоже, там машина несется. Да. Ух. Хорошо, наверное, носиться по таким дорогам, где никого нет. Да. А я пешочком. Пешочком. Пойду пешком до станции. Буду ехать в электричке долго, с пересадками. Вспоминать, как все было. Эх.
и думать о том, почему же так быстро проходит все хорошее, почему так долго тянется плохое. Эх, неизвестно. Наша судьба, наша жизнь такова. Но поэтому будем наслаждаться. Будем наслаждаться тем, что имеем, и не жалеть о том, чего не имеем. Только вспоминать о том, что потеряли, что было раньше. И не унывать, не унывать, не унывать, не сдаваться. Никогда, никогда не сдаваться. А иначе зачем жить, если сдаваться? Вот и платформа.